кровавая жатва, биткоин, иранский сговор, стагфляция США и разворот. Кукол готовит обнуление. Я свой тейк поставил на 53 тысячи. Кто первый раз попал на мое видео, я каждый день записываю свою шортовую позицию, даю вам аргументы, показываю так, чтобы вы сделали свой вывод. Вот тут я уже 7-ю неделю держу свой шорт. Вот тут все доборы. Take profit 53 тысячи, ликвидация 93 тысячи. Подписывайтесь и узнаете, куда же мы пойдем, на мою ликвидацию или же на тейк. Смотрите, вкладка сообщества, сюда я добавляю новости по тренду, которые вам нужно понимать и знать. Все, до свидания, CME гэпы, они уже в прошлом. Они работали только в тренде. Дальше. Я сам разработчик, вот 13 часов был пост дивергенции. Дивергенции тут какие? От 1 минуты до таймфрейма 28 дней. То есть это пульс актива. Вот тут что? Вот тут были, мы уже тут снижались, были бычьи дивергенции. И вам нужно это также понимать, что дивергенции много чего показывает. Вот тут можно почитать, какие тут разные сигналы есть. Есть задержка 1 бар, есть задержка 2 бара, есть вообще, как я называю в прямом эфире. Заходите, тут не только биткоин, тут абсолютно все активы. Вот, например, USDT, DXY, золото, медь, евро, ну и фондовый рынок. В общем, еще покажу, что вот 2 часа мы снижались, а были на таймфрейме 1 день бычьи дивергенции. Но они для меня имеют пока очень малый вес. Вчера также были бычьи дивергенции, но они ломаются. 2-часовка тоже RSI, мы снижаемся, RSI показывает бычьи дивергенции. Смотрите, кому длинное видео покажется. Для вас, друзья, есть тайм-коды. Я стараюсь, чтобы было познавательно, чтобы вы сами учились и включали критическое мышление. Это таймфрейм 1 день. Я сам программист до 2 лет в разработке. В трейдинге 10 лет. Я люблю мультитаймфрейм. Вот на одном графике 2 таймфрейма. Как это понимать и читать? Дневка у нас имеет зеленый цвет. А вот эти зубы, это желтый цвет, это 6-часовка. Вот тут я начал шортить против всего рынка, вот тут уже немного кто-то подключается, тут почти все зафиксировались, кто со мной вот тут шортил. Со мной это те, кого я проверяю на YouTube. Я собираю много аналитики по YouTube и это все мониторю. Друзья, Кукол уже запустил геополитическую мясорубку на Ближнем Востоке, разгоняя нефть и скрытую инфляцию. Элиты готовят кэш. Нужно понимать, что Баффет сидит в реальном, в рекордном, в реальном и в рекордном кэше за 50 лет. Питер Тиль повторяет то, что было в 2019 году. Он в конце 2019 года вышел полностью с Apple, Microsoft, Nvidia, и его дружбан в начале 2020 года объявил COVID. Именно это он сделал. Почему Питер Тиль? Потому что Питер Тиль это номер 1 спонсор-донатер на выборах у Дональда. Ну, знаете, да, кто такой Питер Тиль? PayPal мафия, сооснователь PayPal с Маском. Ну, кто работал на первых порах в PayPal, те сейчас неплохо себя чувствуют. Они продали PayPal и начали развиваться. Сооснователи YouTube также работали там. Друзья, нужно быть крайне аккуратным, пристегнитесь, киты заряжают историческую мясорубку для хомяков. Выживут только те, кто читает реальный тренд между строк. Я стараюсь это вам подсвечивать, чтобы вы сами все анализировали и сделали свой вывод. Я ценю ваше время, для этого я готовлю для вас тайм-коды. В конце посмотрим старший таймфрейм. Именно вот эти старшие таймфреймы заряжают реальный тренд. Давайте пробежимся то, что я вам подготовил. В конце видео, кто первый раз попал, посмотрит, увидит мой индикатор 100% показывает дно. 15 год, 19 год, 22 год. Вот этих 3 точках, если вы закупились, вы бы неплохо заработали. И текущий год знаете в самом конце. Не перематывайте, я добавляю только правильную информацию по тренду, стараюсь вам подсветить так, чтобы вы понимали и сделали вывод правильный. Смотрите, что тут у нас? Тут у нас вот обратно витрины показывает, да? Илон Маск показывает свою витрину. Что тут такое? Тут в случае, если объединится Tesla и SpaceX, то компания будет иметь на балансе 30 тысяч битков. Вчера хотел сделать спонсором выпуска Илона Маска, но передумал, но вчера были предпосылки, потому что разгоняли новость, что типа Илон Маск претендует на место вот этого, да, черта. Он самый настоящий черт. Когда нужно поддержать, он ничего годного не говорит. Вот тут, когда мы снижались, ничего годного не было, да, вот тут ни Илон Маск не заявлял, ни кто первый раз попал на мои видео, я на той неделе вот тут записывал, что были такие позитивные новости, набросали позитива на вентилятор. Сначала Дональд вышел, заявил, что он имеет на балансе криптовые компании, это Мара, это стратегия и Coinbase. Они все проблемные, Coinbase сейчас по отчетам имеет большие проблемы, у этого черта тоже проблемы, сейчас он в убытке, цена у него сейчас не реализованный у него убыток. И Мара тоже плохо себя чувствует. Майнеры продают, и к чему это? К тому, что они просто вот тут засаживают, чтобы вы покупали, а потом цена пойдет ниже, и вы будете продавать в убыток, а они будут покупать. Это классика, друзья, я в рынке 10 лет, я вам ответственно заявляю, что психология именно так и работает. Они криптоны бывалые, они знают, то, что вот это где-то это одно, но за ним стоит большая команда, у него 2 сына криптона, которые имеют хорошие связи. Так, что тут? Тут вот
ну, обратно, вот мусолят вот это, что Tesla имеет на балансе, что SpaceX имеет, вот это, друзья, нужно игнорировать. Вот эти новости никак не влияют на рынок. И, кстати, друзья, я анализирую ну, YouTube-аналитику и вижу, что смотрят видео 70% без подписки. Я хочу добиться, чтобы хотя бы 50% смотрело. Так что обязательно подпишитесь. Я не навязываю вам ничего, я сигналы не даю. Я просто подсвечиваю так, чтобы вы сами сделали правильный вывод. Я сейчас буду аргументированно вам объяснять, почему я шарчу. Вы пишите, правильно я делаю, неправильно, куда мы пойдем, выше, ниже. Это все интересно. И также напишите, если вы держите позицию по биткоину, то напишите, на какой вы бирже держите позицию и какой у вас фандинг. Потому что подозрение есть, что биржи крутят фандинг. Так, что тут? Вот пока они мусолят, что они криптоны крутые, да, что они там держат что-то, кошельки зарабатывают эпохой Сатоши 9000%, просто продавая биток. В стакан заливая старые кошельки. Вот, ну, вот это нужно мониторить, вот это нужно чекать и подсвечивать. Я вот это все отслеживаю и все вам показываю, чтобы вы открывали глаза и просынались. Потому что вот тут уже все были такие жесткие быки, зарядились. Психологически я уже привык, что оно давит. Когда я шарчу, все в лонгах. Когда все шортят, я в лонгах. Это реально давит, но я в итоге оказываюсь правым. Я свою позицию держу, ну, с пятым плечом, и я единственное, что переживал, что вот тут начнут залетать неопытные с 10-м, с 20-м, с 30-м плечом и получают ликвидации, потому что я не знал, мы пойдем отсюда, либо мы пойдем на 50-ю тестанем по недельке. Заявляю вам, что есть еще на трехдневке шанс, что мы можем прийти вот снять вот эти фитили, есть такая возможность. А то все вот тут зарядили, что все, тренд бычий, мы в тренде бычьем, мы все сломали, в общем. Друзья, для меня будет бычий тренд, если мы закрепимся выше, сколько тут, 84 900. Это закреп старшими таймфреймами, рисуем хорошую базу, это уже бычка. Но это все просто чепуха, что вот тут происходит. Вот тут была фигура бычий медвежий флаг, он на 90% пробивается вниз. Я не знаю, может мы еще пойдем сюда, но вероятность 90%, что мы пробьем его. Также сначала рисовали медвежий флаг, потом восходящий клин, это медвежья тоже фигура, на 90% оно все пробивается. Также я рисовал, вот показывал, что была голова и плечи на дневке. Также мы его раз пробили, потом второй раз пробили. На 12 часовке вчера показывал P-гиб, это обратная бычья фигура, мы его пробили. И вот также аргумент то, что у нас двухчасовый EMA, 2 часа, тысячная, это у нас уже сопротивление. На USDT это поддержка. В принципе, все. Давайте еще покажу, почему я так заявляю, что я вот тут один шортил, потом вот тут еще пару человек подключилось. Друзья, я каждый день собираю сантимент по YouTube, не сервисы, которые продажные. Я вчера говорил, что по Glassnode им вообще нельзя верить. Мы не знаем, кто это и что это за сервисы, они биржевые какие-то скрытые. И также мне не нужно доверять, потому что я тоже могу ошибаться, и я вам подаю информацию так, я вам не говорю ничего, не призываю, я просто подаю вам инфу так, чтобы вы сами сделали свое мнение. Смотрите, что это такое? Это каждый день я собираю сантимент. Вот тут число пишется, это все я дублирую вкладку сообщества, тут все внизу обрезано, понятно, я просто делаю для видео, чтобы было красиво и чтобы вы понимали, что это. За 27 число, это вчера было, да, сегодня 28 уже, да, 28. Вот это за вчера было, за утро. И что тут? Вот 3 было медвежьих дивергенций из 44 видео. Сюда попадает видео там от 5000 до 500 тысяч подписчиков на YouTube. И также вот это сантимент, 44 видео было, да, и из них было 8 быков и 27 медведей. Друзья, также это плюс в одну копилку, в одну корзину для шорта или для лонга. Понимаете, что вот тут, ну, тут неопытные трейдеры, даже пускай и блогеры, потому что, ну, что они там, вот тут из 44 видео, тут пару человек, один на 5 лямов держит позицию, другой на 9, а в основном мы там показывают 100-200 долларов, свою позицию я покажу, если наберем много лайков, просмотров, комментариев, репостов. Я еще раз в рынке 10 лет и не показываю позицию, потому что деньги любят тишину, и позиция моя вот эта публичная, потому что, ну, в определенных кругах все знают, что менеджеры могут узнать, кто я, что я, какая у меня позиция и так дальше. Я свою непубличную позицию никогда не покажу, голос я шифрую. Самый частый вопрос, зачем я шифрую голос? Друзья, голос шифрую, отвечу всем, чтобы понимали, голос я шифрую из-за того, что мне приходят жалобы, угрозы, что я пылю такие фишки, что ритейлу и большинству абсолютно не нужно знать. Друзья, я это показываю для того, чтобы вы открывали глаза и следовали старшему таймфрейму, тренд is your friend. Потому что вы торгуете дневку, торгуете там максимум недельку смотрите, максимум месяц смотрите, и это у вас образовывается ложное понимание вообще структуры рынка. В общем, вот тут нажимаете на паузу, тут все, вот я структурированно вам подаю, вот что было вот в 6 утра, сравниваете, потом 18:44 это вечером перед обзором, и то, что вот сегодня. Ну, понимаем, что большинство не всегда в проигрыше. Вот тут мы сейчас все уже быки, 44 человека, да, 71 видео. Также вот тут есть дивергенции. Нужно понимать, что тут могут быть ошибки, потому что я вот загнал 70 видео сюда, и это делал мне искусственный интеллект. Вот тут как считать? Вот, например, период, 1 день, RSI, MACD, MFI, имя автора. Вот можно это все загуглить, написать и найти, ну, не загуглить, а в YouTube вбить, и вы найдете первоисточник. Друзья, это сделал для того, чтобы вы сами
перепроверяли. Это не призыв, никакая там стопроцентная отработка, и к тому же это все может глючить. Так, тут все просмотрели, давайте теперь на графике будем плавненько переходить. Не перематывайте, потому что, ну, я готовлюсь серьезно. Давайте еще раз, чтобы вы понимали, я имею большую насмотренность. Нажимаю Option, и плюс открывается у меня настройки моего дисплея. Вот тут, друзья, у меня монитор. Монитор широкий, неплохой. Ну, мой сетап стоит около $7000. Это не хвастовство. Компьютер где-то 5 косарей, MacBook, и монитор. Это не хвастовство, это просто я вам показываю. Многие не понимают, что я вообще говорю, показываю. Многие, вот смотрите, вот тут у меня 3 индикатора. Давайте не на этом посмотрим, а, например, на чем? Ну, давайте на вот этом. Отключу сейчас все рисовалки. Я как анализирую? Вот у меня есть цена, просто цена. Вот от цены мы отталкиваемся, да, но цена это просто для анализа. Тут есть у меня векторный скрипт, который подсвечивает объем максимальный. Вот зеленый, вот тут больше 500 раз больше объема на покупку, красный 500 раз меньше, 500 раз больше объема на продажу. Тут есть медвежьи дивергенции, слом структура, в общем, дальше есть это цена, объем. Это объем, который первый показывает медвежьи дивергенции. Это таймфрейм 12 часов, 12-часовка. Это у нас вот рост тут был, да, вот тут мы сломали структуру по объему, потом начали ломать по индикаторах структуру бычью. В общем, визуализируете, да, теперь, ну, как бы, вот сейчас мне понятно, потому что я сам вот это все писал, чтобы анализировать, чтобы правильно понимать тренд. И, в общем, давайте теперь быстренько переходим, будем смотреть, что тут. Друзья, это 12-часовой, стоп, это не 12-часовой, это 4-дневной стохастик. Я, друзья, ожидаю, чтобы я вот тут буду крыть свой шорт, где-то искать уже лонг. Как это понимать? Ну, сейчас цена там что-то отскакивает, да. Вот тут у нас стохастик сотый у нас в положительной зоне, выше 50-й диагонали. Это положительная для меня зона. Я ожидаю, чтобы мы опустились ниже 50-ки и вот тут какие-то искать бычьи дивергенции. Давайте я вам покажу, как это работало. Вот тут мы снижались, да, вот тут мы снижались, а тут вот была бычья дивергенция. Вот тут мы дальше пилили, и также стохастик рисовал тренд вверх. Вот тут уже была перегретость, вот тут у нас зима, и вот тут была первая зона, когда мы пистанули месячный ценовой уровень сопротивления, и мы свалились. Давайте я покажу, как было в 2022 году. В 2022 году, это я уже далеко ушел, то же самое вот тут. Мы свалились, мы были ниже 20-й диагонали, и вот тут не было ничего понятно, что и как, да, но вот тут, когда мы уже вот этот фитиль опустили, вот тут уже была бычья дивергенция. Вот тут, друзья, если включить цену вот эту по телам, фитили удаляются, и будет закрытие только по телам, то я думаю, что вот тут будет просто цена идет вниз вот так, а тут вот бычья дивергенция. То есть маркер для меня вот это 4-дневной MACD, который, господи, какой MACD, стохастик, который должен быть ниже 20-ки. И желательно, чтобы он рисовал бычьи дивергенции. Вот тут мы снизились, вот тут был боковичок небольшой, мало волатильности, 4-дневка была ниже 20-й диагонали, потом еще раз, и вот на лето уже, друзья, вот тут был неплохой. Также у меня не только показывает MACD, где, а есть еще вот гистограммка, она работает по MACD. Вот эта гистограмма чисто для MACD я сделал. Это MACD, это код именно MACD. Вот тут, видите, и по MACD был бычий дивер, и по гистограмме вот этой для MACD также был бычий дивер. Хочу такое видеть, и для меня будет какой-то аргумент, чтобы крыть шорты и брать лонги. Пока мы только в зеленом. Хочу быть красным, видеть красные гистограммы, и хочу MACD вот сюда увидеть. Друзья, я стараюсь забирать полностью тренд, не торговать там день, 4 часа, как это работает ритейл. Так, тут разобрались. Теперь смотрите, вот еще. Что это такое? Это индекс S&P 500 и к M2. М2 это денежная масса. Вот тут, смотрите, вот тут у нас было дно, и вот тут был хай. Вот это все на все заняло 6452 дня. Это 17,6 года. Вот это 18-летний цикл. Вот тут шел рост. Потом начинается проклятие победителей, цена идет на снижение, вот тут тарится, оно ниже идет, вот тут тарится, оно ниже идет. Вот это проклятие победителей. Все начинают терять, потому что привыкли, что 18 лет оно все растет. Друзья, нужно быть крайне аккуратным. Дальше. Вы это взяли себе в ум и запомнили, да? Держим это в уме. Вот это у нас начало. И видите, как тут хорошо видно, вот эта цена индекса S&P 500. Почему я говорю про индекс S&P 500, мы смотрим биткоин, друзья. Нужно понимать, что биткоин это просто пыль по сравнению, сколько вот в фондовом рынке денег. Ну, вот это, по сути, экономика США. Вот тут у нас было .com, вот тут Lehman Brothers, типа двойная вершина, да, но в денежной массе, смотрите, какой разрыв, какая дивергенция. Дальше показываю вам, мы вот тут начали свой поход. Вот тут мы уже имеем 17 лет и 1 месяц, правильно? Давайте я вам покажу. Открываем калькулятор, как считать. Просто забиваем 6273 разделить на 365. Получается 17.1. Мы понимаем, что мы где-то, вот где-то без 5 минут будет вот такая вот
ситуация. Вы это должны понимать. Вы не должны верить вот этим СМИ, которые, я говорю ответственно, что вот эти новости нужно правильно читать, потому что если вы понимаете, какой тренд, вы будете понимать, как работают новости. Вчера Трамп заявлял, что он там как будто бы договаривается. Я вчера говорил, что не смотрите на дневку, на нефть. Она там страшная, но это просто боковик по нефти. Нефть будет боковить и расти. Мы смотрим на старшие таймфреймы. Если вы будете уметь правильно читать таймфреймы, вам насрать будет на вот эту фигню, которая... Вот тут я вам подаю информацию. Тут первоисточник Bloomberg и CNBC. Достаточно потратить пару минут без рекламы, прочитать, что они тут мусолят. Как принцип работает новостей на CNBC, на Bloomberg. В основном все идет с Bloomberg. CNBC я только Крамера беру, чтобы вы понимали, что Крамер тоже с камер, и он тоже дает такие прогнозы, говорят, он реверсный, типа, аналитик, типа, его нужно наоборот читать. Это все чепуха из разряда этого, господи, как его, политик в России был, он умер, что предсказал война, когда будет в Украине. Из разряда Жириновского. Жириновский тоже говорил 8 тысяч прогнозов, но сбылись только 2 или 3. Так я веду вам к тому, что вот за день Bloomberg выпускает где-то 15-16 видео. Это видео, там есть обрезки такие по 2, по 3 минуты. Я в основном беру по видео 45 час. И они там мусолят. Там первый выпуск, да, они там говорят про Иран. И второй выпуск тоже начинает про Иран. Третий, четвертый, там инфляция, третий, четвертый, пятый, шестой. И, короче, вот это все повторяется, ну, суммируется и делается краткая выжимка, чтобы вы понимали, что вот это все ерундистика, новости просто идут против вас. Если вы там дневной трейдер, торгуете дневку, то, ну, это жесть просто. Оно ходит вот так сюда, и там действительно нужно, ну, сильно в трейдинге разбираться и понимать, что, ну, понимаете, это все дрочня, и я призываю, ну, вот этой дрочней не заниматься, а торговать старший таймфрейм, торговать с минимальным плечом, а лучше торговать на споте. То если вы будете понимать, какой у нас тренд, то вот тут все, что позитивно, это должно рассматриваться как негатив. Вот тут, что было негативное, вот тут нужно было считать, что это позитив. Понимаете, они же твари, они делают так, чтобы ваша психика не понимала, что происходит. Я вам еще раз объясняю. Когда я вот тут захожу в позицию, да, мне стрёмно, потому что когда все говорят, что мы в рост идем, а я один стою в шорт, ну реально крыша начинает чуть-чуть ехать. Но я уже привык, я просто тут волновался, что я вот тут показывал, что я в шарте, и что будут повторять, и будут обратно залетать с большими плечами. Это уже пройденный этап, вы видите, у меня канал непростой, на канале 100 тысяч подписчиков. Я захочу психану, завтра все видео удалю и обратно уйду в спячку, и никто ничего не будет знать. Вот это, что я вам показываю, я делюсь безвозмездно, бесплатно, просто чтобы вы сами учились и понимали рынок. Так, вот индекс S&P 500, вы должны понимать, что мы где-то без 5 минут уже на верхах. Открываю вам мой индикатор, вот этот, он имеет 3 таймфрейма. Вначале я вам показывал 2, тут как? Тут у нас базовый 45 дней, light таймфрейм 11 дней, а старший таймфрейм, high таймфрейм, это 4 месяца. Объясняю, вот тут у нас цена идет в рост, мы идем в рост, а вот тут у нас медвежья дивергенция на таймфрейме 11 дней. Нужно это понимать. Также у меня есть фильтр, 30-е скользящие, также показывает медвежью дивергенцию. Нужно понимать. Я вчера вам заливал про микрон, а там не микрон. Вот сейчас обратно забыл. Там вчера на 19% выросла акция полупроводника, не микрон, а, господи, обратно вылезла с головы. Микрон. Короче, вот эта акция, вот эта компания, она занимается тем, что она продает свои чипы на сервера, которые связаны с искусственным интеллектом. И чтобы вы понимали, до 26 года вот эти все чипы наперед выкуплены всеми крупными гигантами. Там Маск выкупил, Грок выкупил, там, ну, короче, все, кто в искусственном интеллекте, вот эти чипы, они нужны. Я, забыл, что это я показывал вчера. Я вчера говорил про микрон. Да, микрон. Про микрон я говорю. Я уже, если честно, запутался. Микрон. Давайте, одну минутку. Микрон. На 19% он вырос вчера. Микрон. Микрон. Это за день, а за 5 дней. Да, вот он вырос. Он за вчера вырос на... Да, микрон. А я говорил за клауд. Короче, в голове уже каша. Так, окей. Полупроводники, где мы были? Вот тут мы были. Нужно быть крайне аккуратным. Вот этот пузырь полупроводников сейчас сильно перегрет. Нужно быть крайне аккуратным. Вот все просматривается. Мы где-то вот тут рядышком, друзья. И потом включается проклятие победителя. Я не знаю, как будет биткоин, если мы будем вот так вот пилить. Я думаю, будет как и в 2023 году, когда BlackRock готовил к этому нас, к ETF, все смотрели за фондовым рынком, потому что он снижался осенью в 2023 году. И сделали манипуляции, всех загнали в шорты, но оно пошло в разворот. Я думаю, то же самое и здесь будет. Сейчас мы по битку, вот тут мы снижаемся, а фондовый рынок у нас идет в рост. То, я думаю, будет наоборот. Будет фондовый рынок снижаться, а биткоин будет расти. Это предположение, я не знаю, как будет. Будем смотреть по факту. Так, поехали дальше.
Так, это, ну, вы понимаете, да, что и по объему медвежьей дивергенции, и 11-дневка медвежьей дивергенции нам нужно дождаться, чтобы 45 дней показал, как вот здесь медвежий дивер. Друзья, вот так вот. Ну, понимаете, что никакие там покупки не нужно сейчас делать на фондовый рынок. Абсолютно. Доллар в накоплении, евро в распределении, и вот это тоже в распределении. Вот эти все китяры, они не просто так сидят в кэше. Не просто так. Билл Гейтс продал полностью свою компанию. Так, тут все объяснил вам. Перепроверяйте. Давайте, вот меньшего, как смотрит ритейл. 4 часа это USDT. Тут у нас была фигура, нисходящий клин. Она, бычья фигура, пробивается вверх. Вот тут было пробитие в воскресенье. И пытаемся пилить вверх. Посмотрим, что у нас там показывает по дивергенциям. Вот тут, смотрите, многим каша непонятна. Так я же вам не показываю вот эти все индикаторы. Я вам растягиваю и показываю только один индикатор. Делаю акцент на один индикатор, где не могу понять. В общем, окей. Вот мышка у меня что-то глючит. Так, вот тут смотрите, что хотел показать. Вот было тут плохенько все. Вот тут мы делаем перехаи. Да, вот тут цена идет вверх, медвежьи дивергенции. Но сейчас все выровнялось. Сейчас все в тренде. Видите, да? MACD идет вверх, цена идет вверх. Гистограмма идет вверх, тридцатка идет вверх. Тут все в тренде. Хотя пытается сейчас 4-часовка снижаться. Так, ну это все просто пыль по сравнению там, с 5-дневкой. Да? Мы смотрим на 5-дневку, на старший таймфрейм. Так, что это такое? Это месячный, друзья. Это месячный таймфрейм. Вот через сколько? Сегодня 28-е, там 3-4 дня и будет закрытие месяца. Ну, я не знаю, мы сделаем поглощение вот этой свечи или нет, будем смотреть. Но я к чему, что у нас тест был 50-й месячный скользящий. Вот тут у нас в 2022 году был тест сотки. Сотка у нас будет на 48, на 47. Ну, 47, там, ну, 48 пускай, да. Пока мы будем тут флетить, оно может там чуть подняться. Я веду к тому, что вот еще уже появилась и 200-ка. 200-ка у нас уже на 143. Также можно, вот эти все индикаторы можете бесплатно получить. Можно цены на метко сделать, и все будет показываться. Вот тут у нас на 20 тысяч. Я не думаю, что мы на 20-ку. Можем просто фитилем прийти, все укакаются и полететь. Но это нужно, чтобы что-то такое случилось, я не знаю. Вот тут у нас ковид, да, 20-й год, мы не дошли до 20-ки. То есть понимаем, что еще немного и будет закрытие месяца. Так, что тут? Давайте я покажу, почему же я шортил. Я обычно вначале показываю. Ну, вот тут мы пробили флаг медвежий. Вот тут уже были медвежьи дивергенции на 6-часовке, на дневке, и также на всех таймфреймах, начиная от 3 дней, вот тут были медвежьи дивергенции. Вот тут уже у нас на MACD, вот тут у нас был слом структуры. Вот тут мы сломали, а цена еще долетала. Так, тут я вам показал, теперь на что? Я уже сбился, где я был. Это 12 часов. Да, на 3-дневку. Смотрите, я, ну, все скажут, я там какой-то крутой, друзья. Я не крутой, я ничего не знал. Я вот тут заранее сначала писал, рисовал вкладки сообщества, что у нас был закреп. Мой аргумент был месячная ценовая. Вот эта бирюзовая линия, месячная. Я еще вот тут говорил, когда мы вот тут пытались идти к месячной, я говорил, что вот тут я буду брать шорты. Мы сделали откатик, и потом начали идти до месячной ценовой. Ну, я вот тут начал набирать. Вот тут я первый был набор, потом вот тут закрыл 50%, потому что были бычьи дивергенции. Я понимал, что быстро так не будет, и меня потом вот тут вывело по стопу, и вот тут у меня было 5 или 6 точек добора. Это все я каждый день записывал и показывал. Вот тут кто-то подумает, что я какой-то крутой трейдер. Друзья, я не знаю, куда цена пойдет. И сейчас большая вероятность есть, что мы придем вот сюда. Процентов 10 есть. Но 90% я ставлю, что мы будем снижаться. Я также тут и не знал, мы развернемся или нет. Я просто торгую старший таймфрейм, я вот писал, что 4-й бар и жду закрытия ниже месячного ценового. Все, в принципе, так и получилось. Мы закрылись вот здесь. Потом я писал, что жду закрытия ниже вот этой Фибоначчи. Не так, сначала вот это было. То есть вот тут Фиба была, вот эта Фиба, вот тут мы уже закрылись, а вот это... Друзья, я вот это рисовал, как бы мой прогноз был основан на том, что у нас тренд медвежий, и мы будем снижаться, и не более, и все. И я вас тоже к этому призываю торговать старший таймфрейм. Так, вот тут у нас, друзья, кто первый раз попал, постоянно знает, что это у нас вторая зона шортовая была в этом медвежьем тренде. Первая была вот здесь. Мы также тестанули месячный ценовой уровень. Вот это у нас 50-ка, 40-ка, 60-ка, недельные скользящие. Они вверху. Если цена ниже, это медвежий тренд. Все, вот это аргумент. Теперь давайте это 3-дневка посмотрим. И вот тут мы тоже, это уже вторая фиба. Вот тут фиба была, я уже ее брал. Мне не нравится, что мы вот закололи фибу. И сейчас можем также вот тут рисовать, можем обратно сюда прийти. Вот тут можем получить, сюда вот можем прийти ценой. И вот тут будет сопротивление. Либо с текущих можем падать дальше. Куда мы пойдем, я не знаю. Если мы сейчас будем идти в рост, это рост против тренда. И также мы закололи фибу, и цена отскочила. И 3-дневка закроется только через 2 дня. То есть мы 3 дня можем вот так вот еще на меньших таймфреймах боковить. Так, теперь показываю, как работает ритейл с меньшего таймфрейма. Смотрим уровень волатильности. Я всегда смотрю. Вот тут у нас
мы не дошли до белого уровня, то есть вот тут уже есть бычьи дивергенции, но я пока это игнорирую, я вам в самом начале показывал стохастик 5-4-дневку, жду пока, ну да, можем сейчас вырасти, можем даже вот текущим вот сюда прийти, легко, но пока я сижу ровно и ничего не делаю. Так, это двухдневка, да, мы возле уровня поддержки, вот это уровень белой волатильности поддержка, а вот это сопротивление, мы можем вплоть вот к этому уровню прийти легко, очень легко можем, как вот тут, мы получили поддержку, потом немного вниз ушли, и потом вот тестанули сопротивление, потом вот тут начали медвежьи дивергенции рисовать, и потом вот свалились. Давайте посмотрим, что нам говорит на двухчасовке. На двухчасовке, друзья, для меня ориентир это вот эта двухсотка, 200-я скользящая, она когда на снижение идет красным. Мы сейчас, да, на двухчасовке мы перепроданы, мы в красном фоне, мы имеем двухсотку ниже нуля. Это да, вот тут уже мы разгрузили двухчасовку, но мне нужно дождаться, чтобы такая картина была и на 12 часовке, и на 6 часовке. Сейчас все будем смотреть. Обратно вот тут сейчас будет бычье пересечение, и вот тут вот как раз на двухчасовке вот это может сработать. Но призываю вас понимать, что оно может сработать бычья дивергенция, она вот тут и есть. Но какой ход тут будет, мы не знаем. Оно может дать 500 пунктов и потом ниже пойти, понимаете? Лонг сейчас против тренда. Вот тут уже сейчас, не, ну тут типа да, и цена пытается вверх идти, и 30-минутка пытается идти вверх. Разве что вот тут есть медвежий дивер по двухчасовке. Мы не можем обновить, цена не может сюда дотянуться до вот этой проторговки, понимаете, да? Ну, легко может прийти, и тут я смотрю, вот то, что я готовил сегодня за 28-е, то, в принципе, это можно закрывать, будет уже на ночь новая, за 28-е, или за 29-е, это можно закрыть. То, что я готовил, друзья, вот тут все заряжают, типа, это историческая, хорошая покупка, нужно закупаться, господи, ну, пускай закупается, но это ошибка, друзья, нужно хорошие аргументы. Так, 2 часа мы посмотрели, теперь давайте на 12 часовку. 12 часовка, light time frame 3 часа, и тут также у нас можно вот по 30-ке натянуть бычью дивергенцию. Но лучше бы, чтобы вот этой проторговки вот так была, чтобы бычья дивергенция по 30-ке, чтобы она не вот сюда ушла, а чтобы вот так вот бычий дивер был. Пока ну, слабенько все. Но да, бычий дивер есть, вот тут оно все сломалось, вот тут мы сломали, вот тут. А вот тут, да, есть бычья дивергенция. Как оно будет, это мы узнаем завтра. Но пока для меня опасно. И также опасно то, что объем показывает медвежьи дивергенции. Нету какого-то там серьезного откупа. Давайте я отключу, чтобы вы понимали. Вот цена идет и объем снижается. Нету какого-то аргумента по объему. Можем посмотреть, как вот тут было. Ну, в принципе, да, вот тут тоже и цена снижалась, и объем снижался, но ну, вот тут безопасно было. Вот тут мы сделали отскок, пофлетили, а вот тут уже было безопасненько покупать, потому что оно снижалось, а тут вот бычьи дивергенции были, понимаете, да, к чему я? Ну, вот тут никто бы не знал, куда мы, либо дальше пойдем, либо отскок. Но вот тут оно все понижалось, цена валилась, а индикаторы показывали обратную ситуацию. Друзья, для меня вот аргумент, что 200-ка, она еще только-только начинает двигаться к нулю. Вот эта 200-ка. Покажу вот тут. А мы не смогли зимою прийти к нулю, когда 200-ка пробила динамический уровень поддержки, вот это красный. Мы пробили его и не смогли до нуля дойти. Вот тут все слабо было, но вот тут неплохо было набирать, когда уже 200-ка пробила сверху вниз динамический уровень. Друзья, нужно хотя бы вот этого дождать, чтобы 200-ка вот здесь была. Тогда будет какой-то аргумент и не будет страха, что оно ниже может пойти. Давайте я покажу, как было в 2022 году. У нас похожая ситуация была, 200-ка вышла весною. Это январь. Так, это 25 год. Я не то смотрю. Не то мне дал. Сейчас попробую еще раз. Так, смотрите. Это вот вторая зона, когда мы тестанули месячный уровень сопротивления по цене. А вот это была первая. И тут тоже, вот это была первая зона в 2022 году. Тут тоже была 200-ка выше нуля. И как тут было? Тут очень хорошо так все читается. Тут мы 200-кой ушли ниже уровня динамического. Поддержка, вот этот красный уровень, он сам математически считается. Он может выше идти, ниже, то как это было. Мы его пробили, и потом ориентир был 30-я скользящая. Вот тут не было никакого бычьего дивера по 30-ке. У нас бычья дивергенция была только по линии гистограммы. Но тут 30-ка не подтвердила. И, собственно, что? Мы просто получили небольшой флет и свалились ниже. И когда мы ниже свалились, вот тут уже у нас на бычьем дивере, вот 30-ка была пробила снизу вверх, цена уходит ниже, и вот тут бычья дивергенция и на 30-ке, и на гистограмме, и вот это, друзья, уже более аргументированно можно было смело вот туда заходить. Вот тут можно было вот тут добирать, и вот тут начинался рисоваться боковик, и тут все откупалось. Тут видно, оно пыталось идти ниже, но тут были откупы, были бычьи дивергенции. А вот тут уже, друзья, похожая ситуация была, как у нас, вот я показывал свои шарты, уже шарчу я 7-ю неделю. Вот похожая была ситуация. Цена идет вверх, а индикаторы показывают накопительные медвежьи дивергенции.
То есть ориентир для меня пока 12-часовка на вот этом индикаторе. Это версия 5.15. Индикатор можно бесплатно получить. Тут, друзья, код очень большой. 2 года я его разрабатывал, тестировал, и неплохо он показывает. Вы сами можете это определить и ну, сами видите то, что, как оно работает. Ну и плюс нужна хорошая насмотренность. То жду вот вниз. Пока, да, выше дивергенция есть, будем смотреть, как она будет отрабатывать. Ну и покажу вам по уровнях волатильности, что мы и как мы тут. Включаю рисовалку. Вот вчера было голова и плечо. Это P-гиб, да, вот все дрочили вчера вот эту фигуру, вот все, заряжаемся, и что? И оно все пробилось, потому что старший тренд is your friend, нужно торговать старший тренд. И пробили мы даже фибку вот эту, да. Что я тут хочу вам показать? Я хочу показать уровень волатильности. Я смотрю на двухчасовки, они должны совпадать. Вот мы пробили белый уровень, типа, да, тут может быть сейчас какая-то хорошая проторговочка, и можем сюда вот прийти. Легко можем прийти. Но на двухчасовке мы можем прийти. Двухчасовка выше. Двухчасовка, тут нужно переключиться на это, так у меня там индекса, тут у меня просто фьючерс, я по фьючерсу выставляю, у меня есть скрипт, который сигналит мне, когда мы приходим к уровню. Нужно, ну тут 76, 300, потолок, а тут 77. Ну да, можем, друзья, легко можем сюда прийти. Вы представляете, если мы сейчас буквально за 12 часов там вот сюда прилетим, какой будет позитив? Все, мы это, ну, мы красавчики, оно еще ниже может пойти. Не исключаю это. Я пока ничего не трогаю, сижу ровно и наблюдаю. Ну, то, что мы пришли к поддержке, да. Могу показать, как это было зимою. Мы также все пробивали, вот ушли, закрепились ниже месячного ценового. Потом первая вот поддержка 12-часовка. Потом мы опустились до 12-часовка красный уровень. Сделали отскок. Чуть-чуть нам не хватило до сопротивления. Потом нырнули на поддержку. Потом пришли к сопротивлению и начали вот тут уже каскадно валиться, потому что вот тут месячный ценовой уровень поддержки, это месячный ценовой, вот это бирюзовое сопротивление, а вот этот ценовой месячный, вот это красный, это недельный. Вот тут уже оно, понимаете, как это работает? Вот тут аж лонгистов было просто тьма тьмущая. Включается вот эти чуваки, которые вот тут шилят нам крипту, тут я еще не добавил Варшавского, это новый глава ФРС. Вот эти шиллеры, которые любят на хаях говорить, что они криптоны крутые, они знают, как это все работает. Они же покупают все на споте, друзья. А когда цена вот приходит вот сюда, тут очень много было скопления лонгов. Когда лонгиста ликвидирует, включается продажа, и оно еще больше начинает цена валиться, еще с большим импульсом, понимаете? Еще больше, больше, больше. И потом ты вообще не понимаешь, что все думают поддержка, друзья. Если мы в медвежьем рынке, то ну, я не думаю, что уже такое получится, потому что я ожидаю, что мы будем уже замедляться. И действительно, это я вижу, что волатильность у нас сильно-сильно замедляется. И будет повторяться 22 год. Друзья, ну все повторяется. Вот тут они на верхах, вот тут этот заходит Эртур Хейтс, глава, когда-то он был глава SEO биржи Bitfinex. Вот тут он заряжал, что мы идем на 200 тысяч, на 180 тысяч, и все это повторяется. Вот тут на низах страшно, на верхах жадно. Так, ну, хотелось бы, да, пойти ниже и вот прийти вот сюда. Мы уже, друзья, вот недельный мы уже пробили. То есть мы можем сейчас еще больше свистом падать. Вот ниже месячный, вот тут. Тут как раз будет Фибоначчи 64. Представляете, вот это же все будут видеть. Так это же Фибоначчи, так это же нужно, друзья, и Фибоначчи в тренде пробивается. У нас тренд медвежий. Фибоначчи тянется вот отсюда, зеленая пунктиром. Вот она отсюда тянется. И сюда вот так вот идет. У меня тут две Фибоначчи. Одна локальная, она вот оранжевым цветом, она тянется вот отсюда. Мы даже легко можем прийти на 75-200. Вот сюда мы можем прийти. Легко и потом уйти. То есть это будет 0,5 импульса от вот этого импульса. Легко. Потому что диверы есть, я вам показывал в начале видео. Ну и это табличка, которая просто тут от секунды до 16 часов тут просто показывает мне тепловую карту 12, господи, 200 скользящей средней. Вот эта 200, она сейчас на таймфрейме 12 часов выше нуля. И я вот тут вижу, вот тут 12 часовка, она выше нуля. То есть я определяю, вот сейчас мы самая, ну, зеленым цветом у нас 8-часовка. И все вот это должно окрашиваться в красный цвет. Покажу вам, как это работало на медвежке. Вот недельку включаю. На прошлой медвежке. На зеленом нужно было продавать. Вот тут у нас 14 августа вот тут было. Вот тут оно все зеленое, вот тут нужно было продавать. Вот тут были скрытые медвежьи дивергенции, начиная от 5 дней и до 12. Начиная от 5 дней до 12 часов, тут были медвежьи дивергенции. На зеленом медвежьем рынке мы продаем. Вот тут нужно было продавать, вот тут нужно было продавать, вот тут нужно было продавать. Друзья, вот тут уже когда был бычий рынок, когда мы перекрутили недельные скользящие средние, бычий тренд, вот тут это было. Вот тут уже нужно было на красном лонговать. Вот тут мы рисуем страх, вот тут страх, вот тут нужно было лонговать. Вот тут красный фон, вот тут все скользящие были разгружены, вот тут нужно было лонговать.
То есть бычий рынок, да, сейчас мы в медвежьем рынке. Так, тут я объяснил, давайте теперь дальше, что. Так, 12 часов, как вчера я показывал, это сотый стохастик. Мы можем вот так вот еще пилять, как было вот тут, но я принял решение, буду смотреть на четырехдневку. 12 часовка, она сильно мелкая. Вот тут мы пиляли, да, можем посмотреть, как было в 22 году. Вот 22 год, вот у нас, видите, оно пиляло, так, не то нажал что-то. Вот была пила, вот тут и ниже ушло. Тут, короче, нужно ну, какие-то аргументы за бычий дивер. Ну, бычий дивер был на МАКДи. Вот тут МАКДи показал бычий дивер. А гистограмма, а стохастик был внизу. То есть вот тут, да, мы отфильтровали. Понимаете, если смотреть сам стохастик, то непонятно было бы. А вот тут, да, бычья дивергенция была. Вот также тут стохастик уже включился. Мы сделали перелой. Вот тут включился бычий дивер на стохастике и по МАКДи. Так, все. Я думаю, мы где-то вот здесь. То есть мы вот тут можем еще пилить. Тут будет, ну, будем это смотреть, но вообще смотрю на старший таймфрейм, друзья. Это пока мелко, видите, мы только-только даже еще до 20-ки не пришли. Так, дальше. Таймфрейм один день, лайт таймфрейм 6 часов. Ну, тут уже, да, вот есть бычья дивергенция, пытается оно там отрастать. Вот мы закололи, вот бычий дивер есть. Но, друзья, мы пробили, МАКДи пробил гистограмму. Это плохо, это очень плохо. Мы можем сейчас сделать отскок, а в 3 ночи можем еще ниже пойти. Для меня приоритет, чтобы МАКДи сейчас шла в отрицательной зоне и рисовала внизу что-то, вот как было вот здесь. Вот тут была звезда, мы получили какой-то отскок, вот тут, да, даже тут один день, 2 дня, 3 дня сделали, понимаете, когда вот медвежий сигнал появляется, цена идет в обратную сторону. Мы можем сейчас 3 дня еще расти, все включат позитив, что они классные трейдера, там, они торгуют дневку, оно сделает отскок, скрытая медвежья дивергенция на 6-часовке, 6-часовка идет вверх, цена не может перебивать. И добрый вечер пошло ускорено. Это было в 22 году, ой, в 26 году, вот зимой. То есть то же самое вот здесь было, скрытая медвежья дивергенция, мы не обновили и улетели. Нужно быть крайне аккуратным. Так, и также хочу, чтобы 200 ушла под динамический уровень вот этот. Вот это красный динамический уровень, а 200 фиолетовая. Тогда будет какой-то аргумент за шорт. Пока я не спешу. Так, дальше. Таймфрейм 2 дня. Красный таймер, это означает, что будет завтра обновление. Через 5 часов будем смотреть еще. Но для меня это насмотренность, а для вас это также насмотренность и мой опыт. Что тут? Тут у нас бычий дивер, это таймфрейм 12 часов. Лайт таймфрейм 12 часов, бычий дивер. Как бы да, не спорю. Но вчера также на дневке была бычья дивергенция, давайте я покажу. Вот тут, но она сломалась, мы раз, два, три, бычьих дивера и сломали. Все сломали. Можем сейчас также манипуляции сделать, можем еще вот сюда прийти, друзья, это легко можно сделать. Данлд сейчас выйдет, что-то ляпнет, потому что его Байрон, сынок в лонге. Так, что тут? Тут у нас розовый фон, и, друзья, вот тут может быть манипуляция. На дневке манипуляция это уже произошла, манипуляция вот была розовая зона, вот тут был слом структуры по этому, не, слом структуры вот тут был, по этому индикатору. L, Lie, Low, High. Не Higher High, а Low High. Это слом структуры был. Цена идет вверх, а вот тут медвежья дивергенция. Все автоматически подсвечивает. То можем сейчас замутить на двухдневке, друзья, легко можем такое замутить. Просто легко. Вот бычий дивер на двухдневке, это у нас скрытая бычья дивергенция. Сейчас я отключу, я, по-моему, готовился, рисовал. Ну, вот так вот можно натянуть. Не сильно мы валимся по цене. Ну, а тут, видите, уже как ушли ниже. Тут уже в телегистограмме сломали эту дивергенцию. Вот так вот, да, она еще работает. Но мне нужно, чтобы у нас дивергенция была в теле. В теле мы сломали уже. Так, окей, хорошо. Вот это меня беспокоит сильно. Не нравится мне вот эта розовая зона, но, в принципе, вот МАКДи уже скоро будет возле нулевой линии и будет еще быстрее ускоряться снижение. Так, таймфрейм 3 дня, лайт таймфрейм 18 часов. Это сегодня было открытие, желтый таймер. Тут и что, друзья? Тут у нас 18 часовка также имеет бычьи дивергенции. Хорошо, это наблюдается, цена вниз, а 18 часовка имеет бычью дивергенцию. И также включается манипуляция. Также можем сейчас пофлетить и можем даже вот прийти на вот эти хаи снять. Легко можем, но такое хорошо происходит, когда бычий тренд, друзья. Процентов 10 можем это сделать. Давайте я покажу 23 год. Там хорошо, четко все прорисовывалось. Когда мы выбили всех шортистов, и 23 год вот тут у нас была похожая ситуация. Вот тут мы выросли, потом медвежье пересечение, розовый фон и бум. Понимаете, да? Ну, вот это бычий тренд, друзья. Вот тут мы переплели скользящие средние 50-е. Вот это уже манипуляция тут 100% должна быть в бычьем тренде. Мы сделали вершину, тут были медвежьи дивергенции, имели накопительный характер, и да, вот тут работало. А вот посмотреть тут, ну тут даже мы не пришли к телу гистограммы, у нас было похожее, и то мы тут не хватило силы, чтобы МАКДи до вершины, до границы тела гистограммы не дотянули. И также, ну тут не было розовой зоны, тут оно сразу, тут не актуально, короче. Вот тут уже мы сильно, тут начали сильно резкие были продажи,
тут были жесткие медвежьи дивергенции, также вот манипуляция была, сломали розовый фонд, перехай, то ну, нужно понимать, нужно закладывать 10% есть, что мы можем сюда прийти. Так, тут понятно, таймфрейм 4 дня. 4 дня будем смотреть завтра. Так, вот тут я для себя нарисовал, когда готовился, что мне вот тут нужно, друзья, чтобы были бычьи дивергенции на гистограмме, чтобы мы рисовали вот такую вот ситуацию. Чтобы цена вот снижалась, снижалась, а тут уже разворот произошел. Давайте я покажу. Вот тут пока скрытая бычья дивергенция на гистограмме. Сейчас я отключаю все. И вот тут аргумент, да, бычья дивергенция, мы сделали отскок. Теперь нужно, чтобы мы нарисовали одну волну снижения гистограмма, чтобы, и потом вторая, чтобы была бычья дивергенция. Тут просматривается похожая ситуация была в 2022 году. Это я уже зашел много далеко. Вот тут, 22 год, вот похожая ситуация была. Вот мы сделали спуск, и потом цена ниже ушла, и вот тут нарисовалась бычья дивергенция. Хотелось бы вот такое вот увидеть. Ну, друзья, это вы должны понимать, я в шарте, я интересан, чтобы оно так и шло, но я все просматриваю, чтобы вот эти сценарии, которые я себе в голове кручу и пишу тут, это все только по тренду. Тренд у нас пока нисходящий. Чтобы вам там не говорили разные чепушилы, которые загоняют. Друзья, вы должны понимать, что есть блогеры, которые, у них контракты с биржами, и они делают неправильное понимание рынка, и люди стоят в неправильных позициях. Есть такие, поверьте мне. Так, что тут? Это таймфрейм 3 недели, 21 день, лайт таймфрейм 5 дней. Ну, тут классика, тут, друзья, была скрытая медвежья дивергенция, цена не выросла. Тут пока нужно нам как? Нужно бычью дивергенцию, друзья, 21 день. Вот тут мы снижаемся, а вот тут у нас бычья дивергенция. Нужно вот такую вот структуру. А пятидневка уже должна постоянно быть в накоплении, она должна быть выше нуля, постоянно быть, и должны на ней быть всегда скрытые медвежьи дивергенции. А снизу должны быть бычьи дивергенции. Вот тут будет коридор, где будет крупняк лимитно, латентно, на херовых новостях, когда вот тут будет страшно, когда вот тут будут скамы. Но я вам наоборот буду говорить, нет, держите биток свой. Нужно держать правильную позицию и смотреть правильно новости, потому что вот эти СМИ, они делают неправильную картинку в голове. Вот тут нужна бычья дивергенция, а тут нужен перелой. Так, тут все понятно. Блин, обратно уже час говорю, пытаюсь меньше записывать, и сам я также, ну, представьте, я целый час говорю. Каждый раз пытаюсь, и каждый раз все больше и больше графика. Вот тут, чтобы вы поняли, вот тут сколько графика, я не знаю, штук 50, наверное. Но у меня позиция большая, и открытая, и закрытая, которая не полю. Ну, чтобы вы понимали, вот это, что я показываю, я тратил час на анализ биткоин, на анализ евро, на анализ индекс S&P 500 и анализ нефти. Час у меня это занимало. Ну, я же так не готовился. Мне, чтобы вот это вам подготовить, нужно найти новости хорошие по тренду, потом нужно подготовиться. Если бы я вот это все рисовал сейчас, то это бы много времени заняло. Тут пришлось бы 3 часа, понимаете, вот это вам все показывать и показывать так, чтобы вы не поняли, что я вас хочу загнать, друзья. Я не хочу вас загнать, я просто хочу вас научить. Я хочу вам дать удочку, чтобы вы сами дергали за удочку и сами были боевой единицей в трейдинге, сами понимали рынок. Они слушали, как какие-то блогеры, я вот удивляюсь, дает прогноз, куда там, пойдем вверх. Какой аргумент? Хер пойми его. Какой аргумент? Я тут так стараюсь дотошно объяснить каждую мысль, посвятить, как было, как должно быть. И смотрите, то, что было вот тут, не обязательно должно быть вот тут. Это просто насмотренность, и нужно понимать, как работает мультитаймфрейм. Так, ну что тут? Тут у нас 37 дней, лайт таймфрейм 9 дней. Скрытая медвежья, тут уже все повторяется. Тут нужно также, чтобы 9-дневка была, рисовала скрытые медвежьи дивергенции, а таймфрейм 37 дней должен быть, ну, он вроде бы не показывал, ну, вот тут там какая-то была бы еще дивергенция небольшая, но была. Ну, даже можно сказать, что не была. Вот тут она снижалась, вот тут перелой был на скаме FTX. Тут уже ниже 37 дней уже оно просто, ну, да, тут, друзья, чтобы вы понимали, то, что я вам тут пытаюсь вбить, покупка сейчас неплохая, ниже 50 скользящей средней. Но если вы кит, если у вас там объем, там, да, я сторонник того, чтобы вы торговали на споте. Берите 30 тысяч, 30-ку, да, заходите в лонг, и это будет как будто бы вы с десяткой зашли на третьем плече. Но вы не будете платить комиссию за фандинг финансирования, ставка финансирования не будет каждые 8 часов с вас забираться. Вы просто заплатите за то, что открыли позицию, и когда будете фиксировать, заплатите за то, что закрыли. Ну и плюс заведитесь леджером, да, чтобы это все завести на свой кошелек холодный. Вот это да. Ну, вот тут уже неплохая покупка, понимаете, но все же с плечами, 90% по статистике с плечами вот тут. И вот эти черти, они же знают, что, ну, как работает рынок и как работает вообще ликвидации, что оно может еще каскадом снижаться. Так, я теперь сбился, где я был.
это 4 дня, это 21 день, 37 дней. В общем, все, мы тут разобрали. Теперь таймфрейм 49 дней, лайт таймфрейм 12 дней. Друзья, тут все просто. Чтобы была 12-дневка бычья дивергенция, нам нужно нарисовать перелой. Также будет и по МАКДИ бычья дивергенция. Как было вот здесь. Цена снижается, тут подливают подливу вот эту страшную, да, новости, скамы, и все. И идет рост. Дальше. Таймфрейм уже 147 дней, самый старший таймфрейм. Вот по этому таймфрейму уже можно понять, что мы, да, мы сильно в медвежьем рынке. Ну и 50-ки нам это подтверждает. Что тут? А тут уже 3 дня я показываю, что старшие таймфреймы, а именно 37 дней, уже не показывают бычью дивергенцию. Вот тут была перелой, а тут не было бычьей дивергенции. То есть 37 дней, ниже 35, по-моему, дней уже нету какого-то там сигнала, что это бычий сигнальчик, бычья дивергенция. Так, окей, дальше. По дивергенциям. То, что мы вначале мы смотрели, тогда это биток. Что тут? А тут мы видим, еще раз объясню, сердечки, это в прямом эфире дивергенции, они не подтверждены. Подтверждены вот это кружочек, это было 2 бара уже прошло. Кружочек это 2 бара, а квадратик это 3 бара. То есть я понимаю, что 8 свечей уже, 8-минутка, 3 бара уже вот тут, где-то она уже была. Для меня приоритет это вот эти дивергенции, которые имеют эмодзи зверя. Вот тут у нас медведь, и цвет у нас фона оранжевый. Это скрытая медвежья дивергенция. Вот тут, друзья, все скрытые медвежьи дивергенции. Вот это нужно разгружать. А чтобы это все разгрузить, нам нужно обновить лой и подтвердить с бычьими дивергенциями. Вот так вот рисуется тренд. Сначала рисуются скрытые медвежьи, потом цена идет на обновление лоев, да, и нужно это все выкупать и рисовать бычьи дивергенции. Вот так рисуется тренд. Пока тут все, ничего не говорит, что вот тут нужно разгружать, нужно, чтобы пятидневка показывала бычий дивер. Так, окей, дальше. Что это такое? Это индекс S&P 500, то, что мы смотрели, я еще раз, кто первый раз, помните, да, я в начале видео говорил, что я собираю видео и где-то раз в 5 дней, либо 6 дней получается какие-то вытянуть оттуда интересности. Вот, например, интересность была в том, что один бразилец, вот нажимайте на паузу, вот такой вот у него твиттер, вот такие вот настройки, он, короче, спалил индикатор. Индикатор простой, он бесплатный, это стохастик, вот этот. Тут настройки какие? Тут у нас неделя, то, что я показывал на скриншоте, вот такие вот настройки К24, Б21. Друзья, тут нам нужно, чтобы был бычий тренд, нам нужно нарисовать пересечение, линия белая пробивает красную, это К, пробивает Д, это бычье пересечение. Мы даже линией красной не опустились ниже нуля, понимаете, да? Так что самая жуть только впереди. Запомнили. И другой индикатор, вот этот, это индикатор испанец либо итальянец подбросил. Стохастик RSI самый стандартный, бесплатный. Тут, друзья, по дефолту все, но таймфрейм у нас тут 17 дней должно быть. И какой тут прикол? Тут прикол в том, что нам нужно, друзья, пробивать 20-ю диагональ, это 20-я диагональ. Нам нужно пробить, и тогда пойдет бычий тренд, как было вот здесь. Вот мы пробили, и вот тут мы полетели. Вот тут в 22 году мы пробили и полетели. Похожая ситуация была в 2022 году. Вот была первая зона, когда был месячный тест уровня ценового. Вот тут оно также, наверное, вот так было, да, а потом оно все свалилось и перестроилось. Посмотрим, как будет. Вот у меня меточки есть, когда вот уже в это воскресенье будет уже 2 недели, как я каждый день показываю, что у нас тут по замерам. Вот оно, видите, понижается. Таймфрейм 17 дней. Неплохо работает на нефти. Покажу вам по нефти. Сейчас, одну секундочку. Друзья, нужно нефть анализировать, потому что от нефти много чего пляшет. Смотрите, вот тут как бы мы завернулись, да, но нам нужна медвежья дивергенция, как было вот здесь. Мы пляшем вверх, цена растет, а тут вот медвежья дивергенция. Потом фейк снижение, тестанули 50-ю скользящую на недельке и сделали выход вверх. И медвежья дивергенция есть вот тут, видите, да. Пока, друзья, только начало, только зачаток. И вот этот индикатор вообще даже не зашел в положительную зону. Друзья, призываю вас еще раз, смотрите старшие таймфреймы, не дрочите вот эту дрочню, месячный, да, еще. Но вот эта дрочня 4 часа, вы не понимаете, я вообще удивляюсь, там смотрят, определяет таймфрейм 15 минут. Блин, да смотри, кто так вообще учит и кто так, смотрит. Нужно смотреть старшие таймфреймы. Так, тут что? Тут 15-дневка, мой индикатор, который по фону я определяю. Тут розовый фон, то, что я говорил, что на 3-дневке может быть тоже манипуляция. Розовый фон, у нас перехай, у нас медвежий дивер. Это евро. Евро, друзья, пытается что-то там расти. Но по доллару, друзья, у нас медвежий тренд был, сейчас накопление. Сейчас по доллару синий тренд. Мы в синем тренде, фон накопления, бычья дивергенция, дальше to the moon по доллару. Вот та же самая ситуация была. Можем вот такую вот подторговочку сделать, да, все будут говорить, да ниже будем идти. Но вот тут я вам включу фондовый рынок, вот эта красная линия. Это на хаях он был. Биткоин на хаях был. Белая линия, это биткоин на хаях. Вот это вторая вершина была, это мы были дорогие. И евро, так это доллары, и евро, тоже все на хаях. Та же самая, друзья, ситуация сейчас. Понимаете, то, что мы по фондовому рынку сейчас не падаем, так мы же и на битке не падали сразу. Давайте я включу теперь биток. Биткоин, где он, блин?
спрятался или что. Так, обратно я начинаю. Обратно я начинаю заниматься. Так, индекс. Чего оно прячется, не понимаю, как его... Вот, открылось. Смотрите, ну вот тут тоже мы же не сразу падали, и вот тут мы не сразу падали. Но вот это исторически мы сейчас понимаем, что это было дорого тут, правильно? То же самое и на фондовом рынке, вот тут дорого, очень дорого. Когда мы вот тут на войне снижались 6%, вот тут война идет уже 1,5 месяца, и мы 6% пили, я говорил, не шортите страх. Мы сделали перехай. То же самое сейчас, тут дорого, там жесткие дивергенции. Представляете, что будет, если фонда будет падать? Так биток еще быстрее будет падать. Все говорили, золото, так и золото будет падать. Меня еще грузит то, что многие сейчас смотрят медь к золоту и заявляют, что у нас начало этого бизнес-цикла. Так, блин, и золото дорогое, и медь дорогая, и да все дорогое, понимаете? Это пузырь 18-летнего цикла, дальше все, проклятие победителей. Смотрите, вот тут мне нужна синяя зона, чтобы была. Медвежья дивергенция, оговорился, бычья дивергенция, вот перелой, синяя зона, бычья дивергенция, вот тут была. И вот тут накапливаем. Вот тут я буду говорить, друзья, не ведитесь, не шортите, тут нужно держать, нужно набирать. Вот синяя зона, полетели. Вот синяя зона, полетели. Все, поехали дальше. Тут я добавил таймфрейм 13 дней, лайт таймфрейм 3 дня. Друзья, тут мне нужно также иметь синюю зону. Когда мы сделаем пересечение, будет набор и рост. Но обычно, когда идет пересечение, это, друзья, уже сразу там, ну, может быть, запаздыванием. Но смотрите, вот мы сейчас перегреты. Если мы сейчас упадем, так бычья дивергенция будет, когда мы будем вот тут. Вот покажу, как было на истории. Вот тут у нас бычье пересечение, полетели. Тут, чтобы вы понимали, это индикатор, который я вам постоянно показываю. Тут он трендовый, тут намного сложно ломать вот эти линии, они более трендовые. Я его и смотрю, потому что, вот, допустим, если взять волновой волны, то тут он более быстрый, он резкий, быстрый, он быстро все показывает. Могут быть ошибки, могут быть ложные сигналы. Тут, да, тут все хорошо. Так, дальше мы смотрим. Вот вчера было серое, сегодня уже зеленое. Я ожидаю, чтобы у меня скользящие были вверху, и на зеленом я ищу лонги. Мы только-только вот сегодня нарисовали зеленые 3 столбика. Вот как было тут. Вот представляете, мы вот тут где-то, да, а еще снижаться. Жду 30-ку, вот тут выше. И то нужно будет время на выходных, может, как-то докручу, чтобы более были какие-то подсказки. Я его показываю, но он еще в разработке. Что это? Я показывал вам прошлое видео вот этот индикатор, который я на 15-дневке смотрю, он уже полностью бурый. Там я смотрел на... Я смотрел от 5 дней, а тут у меня 18 часов. Давайте я покажу сейчас. У меня был вот. Это не то, это не то. Так, сравнение, вот это, да. Ну. Я вчера показывал. А сейчас я сделал решение, что мне нужно смотреть на... Не, это не то. Это от 3 дней до 12 дней. Короче, это не то. Ладно, потом. Короче, суть в том, что мне нужно... Вот, ну, он тоже быстрый, видите, тут вот если мы посмотрим на 18-часовку, то мы уже красные, да, уже красные. Вот кружочки, это мы пробили 200-ка, это 200-я скользящая пробила 0. Но вот этот индикатор, он более трендовый, он только 6-часовку пробил. 6-часовка только пробилась, понимаете, мне нужно, чтобы все было красное. Вот тут, когда мы снижались, вот тут-то да. Синий фон накопления. Так, дальше, вот эти, друзья, карты ликвидации. Призываю, не смотрите, вот эта манипуляция жесткая. Смотрите, вот если переключиться на месяц, вверху были эти, вот тут было, да, мы не сняли. А кто же тут лонговал, а мы ниже ушли. То есть это абсолютно непонятно, кто что рисует. Сайт CoinGlass, непонятно, чей это сайт, кто за ним стоит. Я не помню, я делал, короче, расследование, хотел узнать, кто за домен платит, или это биржа. Так, ну нам говорят, что там SpaceX хочет обогнать стратегию, но оттоки уже 2 недели идут и идут. Спящие кошельки продают и продают. То же самое фандинг, друзья. Вот тут мне заряжали, что будут на 90 идти. Я спокойно, тихонько добирал, потому что фандинг мы не торгуем. Фандинг это... Биржа рисует, непонятно, подписчик пишет вот на днях, вот тут он говорит, что он в лонге, и он говорит, что ему биржа платит за то, что он в лонге. То есть шортистов много, понимаете, а лонгистов мало. Но я у себя вижу, что я вот тащу плюсовой шорт, и плюс еще я зарабатываю на ставке финансирования. То есть у меня обратная ситуация, я в плюсе, подписчик в лонге, он в плюсе. То есть понимаем, что биржа может непонятно как манипулировать. И также вот эти ликвидации, нельзя на них никак реагировать. Нужно смотреть свои инструменты, на которых вы хорошо насмотрены. И также еще призываю, вот могу, давайте покажу
Вот тут, друзья, Ридван, я точно знаю, мне говорили, он купил подписку на, он тут вот собирал подписку на Glassnode, 10 тысяч долларов она стоила. То есть подписка как бы крутая, да? У меня тоже была такая подписка, но я это все проверял, друзья, это все не работает. У меня много было всяких подписок. Вот тут 15-дневка, да, 13-дневка, ну почти 2 недели. Друзья, на медвежьих диверах продаем, и как раз оно все совпадает. И вот эти все сервисы по блокчейну будут показывать, что большие кошельки распределяются. Друзья, вам не нужно ничего покупать, вы просто в вкладке сообщества есть сервис, который показывает кривую, как идут кошельки, 10 тысяч балансов и 1 тысяча. Все. Зачем платить? Самое меньшее, по-моему, 800 или 700 баксов, самая дорогая 10 тысяч. Вот тут Ридван шортил из 10-тысячной подпиской, которая год стоит по Glassnode, загнал всех шорты и его выбило. И он потерял, вот тут, когда тебя выбивают, ты уже полностью ну, теряешься, не понимаешь, что это. Тут шортить. Друзья, когда тебя выбивают, когда мы в бычьем рынке, то вообще нельзя шортить. Нужно лонги искать и позиции длинные. Лонги у нас длинные, шорты короткие. Я вот к этому призываю. Нужно насмотренность набирать. Они вот тут тоже были, да, шорты, и тут шорты были, и что, просто ждали бы вот тут, друзья. Это все чепуха. Нужно смотреть старшие таймфреймы. Ну и вот таймфрейм здесь у нас 15 дней, но расчет идет на 2-дневке. Друзья, это секретный MACD, не буду говорить, как он тут рассчитан, но когда мы были по 20-й диагонали, это была неплохая точка набора. Вот тут был боковик, вот тут было накопление, 15-й год. Вот тут, друзья, 19-й год, дно донное, вот тут набрали, заработали. Друзья, 19-й год, 22-й год, вот тут дно донное, вот тут было накопление. Набрали, заработали. Друзья, сейчас у нас только середина. Середина только. Так, все, пожалуйста, напишите, старался, выкладывался, напишите плюсики, напишите плюс 100. Плюс 100 напишите, я пойму, что кто-то досмотрел, что я не зря распылялся, пытался вам доказать все аргументированно. На монтаже будет, может, час, может, где-то чуть больше. Очень стараюсь, чтобы вы правильно понимали рынок, чтобы вы правильно анализировали и делали свое собственное решение. Все, лайк, подписка, пошумите с алгоритмами, комментарии, репосты, сбросьте своему кенту, другу, который вот тут думает продавать, брать кредит, продавать что-то дорогое, машину и брать биток. Друзья, пока рано. Скоро мы где-то вот тут будем смотреть лето, осень где-то. Пожалуйста, поделитесь этим видео, лайк, репост, подписка. Всем спасибо.